Всем привет! Добро пожаловать на наши трансляции, добро пожаловать на наши регулярные встречи. Сегодня у нас будет заседание Федеральной резервной системы, вернее, оно уже прошло, и к нам через буквально 15 минут выйдет Папа Пауэлл и расскажет, что же они там напридумывали. Саму точную ставку мы уже знаем, она не изменилась, она осталась вот 5-5,25 или же 5,18. Для нас с тобой очень важно обоснование этой учетной ставки. Что видит Фед? Будет ли он задавливать? Будет ли падать? Будет ли, наоборот, взрасти? Рынок, кстати, упал. Если ты думаешь, почему он упал, скажу тебе сразу, потому что здесь не секрет. Еще пару часов назад рынок закладывал, скажем, 10% шанс, там 5%, 2%, ну какой-то шанс на падение рынка. На то, что, ну вернее, на рост его, на падение учетной ставки и, соответственно, рост рынка. Из-за того, что не произошло вот этого разворота, из-за того, что не случилось вот этого магического снижения учетной ставки, из-за того, что она продолжилась, ну, как следствие, рынок начал переоценивать будущую стоимость денег на вот эти 0,25%. Отсюда S&P упал на 1%, но уже постепенно восстанавливается. И другие компании тоже вот в этом самом диапазоне. Это не принципиально не меняет картину, просто теперь все алгоритмы переоценивают стоимость компании с учетом как раз того, что теперь не будет вот этого самого снижения резкого ставки. Сегодня мы поговорим будем смотреть в прямом эфире, что он говорит. Я точно так же буду делать свои записи, я подготовил бумажки. Мы будем со всем ними смотреть, опять же, за Папой Пауэллом, что он нам рассказывает, что он нам говорит, как это все, по каким причинам. Поэтому присаживайся поудобнее, наливай себе чаек, кофеек, чтобы ты не пил. Погнали. Но если ты вдруг спешишь, если ты попал на трансляцию, но не хочешь смотреть все вот эти 1,5-2 часа, то по итогам ее мы обычно делаем короткий обзор, буквально минут на 10-15, там все будет, и по всем вопросам пройдемся, и по стейтментам, которые мы услышим. Но пока я предлагаю пообщаться в чате, пока у нас есть еще там пару минуток, и посмотрим, что у нас там происходит. И также будем смотреть на Федеральную резервную систему, потому что пока мы ждем сообщения, пока этого не происходит. Ну а сам стейтмент, он вот тут. Вот давай его по нему пока пройдемся. Последние индикаторы показывают, что продолжение, ну что все, короче, в хорошем состоянии. Работа, состояние рынка труда все еще находится в хорошем месте. Unemployment rate, безработица низкая. Инфляция остается высокой. Это прям даже запишу. Инфляция все еще выше. Инфляция выше, рынок труда сильный. Ну и все как обычно. В этих условиях они видят высокие риски инфляции. Вот они говорят, the committee remains highly attentive to inflation risk. Они все-таки оценивают их. При этом кредитование для домов, для бизнесов все-таки сказывается на экономической активности, найме, на инфляции. И банковская система сидит сильно и надежной. Комитет посмотрел, и для достижения своей цели максимум employment инфляции в 2%, они предлагают оставить текущую цену, ну, решили оставить текущую цену на 5,0 и 5,25, или же 5,12% средняя ставка. 5,13, кто как когда. Это цель, ну вот это уровень учетной ставки позволит соответствовать требованиям, их планам, и будет правильная политика для достижения 2%, как они считают. Я не могу сказать, что они где-то ошиблись, потому что рынок полетел вниз. Нет, в целом мы и ожидали паузы, мы ожидали, что это будет как раз та самая точка. Более того, мы ожидали паузы в прошлом заседании. Скорее всего, мы увидели ситуацию, когда PPI-инфляция падает, а в CPI, в потребительской инфляции, у нас осталась только найм, аренда, а она закроется только в начале 2024 года. Напомню, это запаздывающий индикатор, запаздывает он где-то на полгода, поэтому логично, что они сделали здесь паузу. Но уже можно постепенно снижать на самом деле. Предварительно мы говорим про месяц-два разницы. Тот факт, что они все-таки перестали повышать учетную ставку, несмотря на все заверения Пауэлла, что они, скорее всего, будут рассматривать такой вариант, это говорит о том, что они все-таки смотрят на данные, и для них такого рода события не является
Они не будут держаться за свое мнение только потому, что они это сказали. Поэтому это неплохо. Они не дают какого-то прямого обоснования в описании. И нам очень важно будет посмотреть, какими правилами руководствовался Пауэлл при принятии этого решения. Пауэлл в лице всей комиссии. Планируешь уже набирать криптопортфель? По макроданным еще рано. Очень хорошее наблюдение. Прям, ты знаешь, хороший вопрос. Я пока не планирую набирать криптопортфель, потому что очень много вкусных активов по хорошим ценам. Все еще остается. И мы показали гораздо большую доходность за последние полгода, чем не то что S&P 500, чем самые топовые активы. Потому что даже та же Nvidia как минимум сделала нам X3 или что-то такое. Сейчас, скажем, криптонам пришел знак на старт. Еще не приготовиться, это не желтый цвет, но вот они говорят на старт. Мол, приходите, готовьтесь, потому что эта пауза означает конец цикла повышения учетной ставки. И это важное наблюдение. Ты правильно подмечаешь, но еще пока, как по мне, рано. И очень важно, чтобы закончилась эпопея с Binance и с Coinbase. И тогда, возможно, будет интересно поднимание уже аллокаций в криптоактивах. Но пока, на мой взгляд, все-таки, опять же, мы же не говорим про как в крипту или никуда. У нас есть другие активы, которые сейчас тоже являются интересными. Safai to the Moon. Сейчас, секунду, ребят, поправлю. А то у меня провод заел под ногой. Safai to the Moon. Safai, мы от него ожидали, когда мы делали ставку на него. И в 2021 году, когда вели на мораторий стягивания студенческого долга, мы такие прям, ой, как все плохо, будем ждать окончания. Он должен был в 2022 году, но из-за всех передряг, из-за войны, из-за ковида, из-за восстановления, они только сейчас приняли этот закон, и Safai снова возвращается на свою траекторию роста. Моя оценка его в данный момент времени в районе 10-12 долларов. В целом он там и пришел. И тот факт, что мы там, усредняя бумагу, мне нравится. Докупаешь Airbnb? Прямо сейчас нет, потому что, опять же, есть другие более интересные возможности. Но в целом, как бумага, мне Airbnb нравится. Я бы его добирал. Не инвестиционный совет ни в коем случае. Всем привет, привет. Погнали, да, погнали. 192 зрителя, 58 лайков, непорядок. Да, ребят, ставьте лайки, нажимайте подписки, колокольчики, не пропускайте новости, если вам это интересно. Если вы хотите разбираться в фондовом рынке больше, то почему нет? Я не разбираюсь в инвестициях, сейчас лучше продать или держать акции, обнял. Ну, продавать акции, если ты знаешь, опять же, смотря какие, как все акции продать и куда ты деньги направишь, во что. Привет, твой курс можно оплатить через Моно? Да, конечно, Монобанк, там ты проходишь в фонде, это украинская платежка, через Монобанк вполне проходит. А какой твой тезис по Польше? Будешь ли дальше заходить или пока фокусируешься на Штатах? Но по Польше я расширяю свои активы, количество, я по недвижимости очень плотно мы сейчас занимаемся, плюс акции, плюс разрешения. Я сейчас очень в Польше смотрю на уровне личного инвестирования на получение карты по быту. Если я ее получаю, то я там залью в акции, там есть интересные. Если нет, то надо будет думать. И тогда непонятно, зачем мне в локальном рынке быть, если можно быть в рынке США. Пока США меня не подводило. Но вот недавно мне пришли, по крайней мере, выплата по Arctic Papers в районе 3,7 злотых, нет, 2,7 злотых на акцию. Это неплохо. При стоимости бумаги в 20 злотых, 21, я покупал по 20. То есть я получил 13% дивидендной доходности в злотых при падающей инфляции. Это неплохо, на самом деле. И я тебя сразу кидаю в тайм-аут, потому что ты спамишь. Что там плавающий курс в июне? Смотри, там получается какая история. Я когда переводил, там МВФ требует предоставить решение. Мол, вы нам дадите решение. И я это трактую как решение. Говоря, предоставите решение, вы решите.
Но вполне возможно, многие трактовали этот же самый перевод как предоставить решение, в смысле расписать, когда и как и что они будут делать. И, ну, условно, бумажное решение. Скорее всего, плавающего курса, как мы должны были по меморандуму, мы не увидим, но мы увидим некую стратегию перехода к плавающему курсу. Я не удивлюсь, если в течение месяца НБО поменяет курс, тогда да. Но так есть вопросы. Блин, я вот продав Сафай месяц назад по 5,5, не дочекався трошки. Ну да, согласен. Тут сложно было предугадать снятие моратория, мы не знали когда, поэтому это не такая история. Как тебе ответ суда, типа договоритесь с Binance сами? Ну, мы это, кстати, обсуждали. Мы когда разбирали lawsuit, мы говорили, что Binance не заскамил америкосов, поэтому америкосы, они в целом не имеют основания, скажем, хейтить Binance. Они против него как нелегального бизнеса, как неуплаты налогов, как регуляции, как СИЗИ, который как бы мутит. Но поскольку они не обманули америкосов, они не перешли вот эту черту. И SEC, который просил заблокировать активы Binance.us, не получил ничего, потому что Binance не нарушил вот эту линию. Он не скамил американцев. Вот это очень важно. Он не воровал на яйцах. Вот это как бы за деньги американских налогоплательщиков. Назовем это так. А на какой платформе польские активы покупаешь? Ссылки на брокеров есть под видео. Из польских локальных я использую Босс-банк. Я думал, там есть еще неплохой XTB, но мне он не нравится за счет вот этого... У меня на канале есть обзор, можешь посмотреть. Я прям выкладывал там все. Если получил временную защиту в ЕС, нужно ли открывать новый счет в Interactive Brokers с юрисдикцией CS? Ну, не прям нужно. Зачем? Привіт. Як там плани по українському пулу інвестицій? Ну, поки що плануємо, у тому сенсі, що ми робимо продукт для того, щоб автоматизувати цей весь процес, але це потребує час. Ми не можемо це зробити ось так от. Це купа роботи стосовно легалізації, регуляції, тому що ми ж все робимо легально. Наприклад, ту саму польську компанію, польський пул. Це все займає купу адміністративної юридичної праці. І ми не можемо це не робити, тому що в нас у відносності в інших пулах, на інших джерелах, в нас все прозоро, звітність, в нас є зрозуміло, хто, що, куди, як. В нас усі, хто бенефіціари, всі українці, тому це треба робити з головою, не треба робити якось так. Тому це треба чекати, на жаль. Наступний ми відкриємо окно до польського пулу, до інвестицій в польські квартирки. Тим, хто бажає розбавити свій портфель більш консервативними інвестиціями, але не хоче займатися нерухомістю, то ось те, що здається, ось воно буде здаватись. Добрый вечер. Хочу спросить у вас ваше мнение по поводу инвестиций в украинские компании. Я много раз повторял, после того, как Зеленский и компания украли у нас активы, я не вижу смысла сейчас инвестировать. И если посмотреть мой обзор, то я говорил, что весь тезис инвестиций в украинские компании строится на том, чтобы дать возможность Зеленскому построить правильную систему. Но если он ее не строит, то как бы вот. Ди, можешь подсказать, какой банк можно обратить внимание, чтобы открыть удаленно? Сейчас у меня румынский. Честно говоря, не знаю. К сожалению, не подскажу. Ты можешь оформить доверенность, и тогда в каком-нибудь ПКО либо ПК тебе откроют. Ну, либо... О, все, ребят, погнали. Погнали. Будем слушать. Погнали. Джером Пауэлл нам сейчас что-то расскажет. Все, слушаем его. Буквально минутка, а он, как всегда, там сейчас идет и выйдет, нам все расскажет. Все, идет.
Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Мандат у них работа We understand the 2%. hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. In particular, without price stability, we Стабильность will цен, not все как achieve a всегда. sustained period of strong labor market Короче, ничего conditions нового that не benefit говорит all. пока что. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5 percentage points, and we've continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, nearly all committee participants view it as likely that some further rate increases will be appropriate this year to bring inflation down to 2% over time. And I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing. Он говорит, что вот это ухудшение ситуации с кредитованием помогает им в их цели в The US 2%. economy slowed significantly last year, and recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a modest pace. Although growth in Экономика consumer spending has развивается, picked up this year, activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. а падение Higher interest кредитования rates в and slower домах output growth заметно. also appear to be weighing on business fixed investment. Ипотеки и кредитование. Committee participants generally expect subdued growth to continue. In our summary of economic projections, the median projection has real GDP growth at 1.0% this year and 1.1% next year, well below the median estimate of the longer run. Рост normal ВВП growth rate. 1% в этом году, The labor а market в remains следующем very tight. 1,1, Over the past 3 months, 1,1, по-моему, payroll он job сказал. gains averaged a robust 283,000 jobs per month. The unemployment rate moved up but remained low in May at 3.7%. Безработица маленькая, There are some signs that supply and demand in the 3,7. labor market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. While the jobs to workers Это все gap мы has declined, смотрели. Ничего пока labor такого. demand still substantially exceeds the supply of available workers. Ну да, FOMC не participants хватает людей. expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on inflation. Они говорят, The что median баланс unemployment они rate ожидают projection в in the будущем S&P восстановится. rises to 4.1% at the end of this year and 4.5% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run 2% goal. Over the 12 months ending in April, Дальше ждут PCE 4 плюс prices процента безработицы. rose 4.4%, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 4.7%. In May, the 12-month change in the consumer price index came in at 4%, and the change in the core CPI was 5.3%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Инфляция постепенно Nonetheless, снижается. inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. Ну как лонгвей? Это неправда. Там осталось только этот шелтер. And 2.1% in 2025. Core PCE inflation, which excludes volatile food and energy prices, is projected to run higher than total inflation, and the median projection has been revised in the SEP up to 3.9% this year. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and Инфляция forecasters, 3,9 as well as measures from таргет financial на markets. этот год. Я думаю, она The будет Fed's меньше. monetary Ну там policy шелтер actions are только guided остался, by our опять же. mandate to promote maximum employment and Ну не знаю, stable prices for the American какое. people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes hardship
as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Ну, опять же, стараемся As I noted вернуть earlier, инфляцию в since early 2%. last year, we have raised our policy rate by 5 percentage points. Ну да. We have been seeing Они the effects of такие, our policy мы tightening поняли on до demand in the 5% с most нуля. interest rate sensitive sectors of the economy, especially housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. Нужно время, чтобы все The сказалось. economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects Он опять remains повторяет то, что уже uncertain. сказал 2 раза. Я думаю, что In ему light of просто how far нечего we've сказать. Он gone in такой, tightening все идет policy, по плану, the ребят, uncertain все как times мы with which хотели. monetary policy affects На the самом деле это economy довольно and бычий potential знак. Я headwinds from думаю, credit что S&P tightening, должен the извернуться. committee decided at today's Не meeting to сильно, maintain the но target range for the federal funds это rate хорошее. at 5 to 5.25%. Отсутствие новостей – хорошая And to новость. continue the process of significantly reducing our securities holdings. As I noted earlier, nearly all committee participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. But at this meeting, considering Ой, how это far такой and раз, how он говорит, fast we've мы moved, we ожидаем, что, judged it возможно, мы prudent to поднимем hold the дальше. target range steady to allow the committee to assess additional information and its implications for monetary policy. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In our SEP, participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. Скорее всего, они будут держать ее до конца года. As projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year, 4.6% at the end of 2024, and 3.4% at the end of 2025. Держать до конца, а только в следующем году For the снижать. end of this year, the median projection is a 0.5 percentage point higher than in our March projections. I hasten to add, as always, that these projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate. Но вот эта вот тема, что мы будем поднимать, спаузить, поднимать, это все такой развод. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation И снова он expectations повторяет, well 2% инфляция, Reducing работа. inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for Стабильность achieving цен maximum employment и and stable employment. prices over the longer run. To Очень conclude, скучное we выступление. understand that our actions affect communities, families, and Это businesses хорошо. across the country. Everything we do at the Fed is in service to our public mission. We will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Вопросы. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. I'm curious what gives you and the committee the confidence that waiting will not be counterproductive at a time when the monthly pace of core inflation is still so elevated. Interest rate sensitive sectors like housing, while they felt the drag of the past Fed actions, have started to recover in some regions, and financial conditions, most recently were easing. Не понял. Она спросила про влияние рынка недвижимости. So as we started our rate hikes early last year, we said there were 3 issues that would need to be addressed kind of in sequence. And that of the speed of tightening, the level to which rates would need to go, and then the period of time over which we'd need to keep policy restrictive. So at the outset, going back 15 months, the key issue was how fast to move rates up, and we moved very quickly by historical standards. Then last December, after 4 consecutive 75 basis point hikes, we moderated to a pace of a 50 basis point hike. And then this Они year, двигали ставку 3 очень 25 быстро. basis point hikes at sequential meetings.
So it seemed to us to make obvious sense to moderate our rate hikes as we got closer to our destination. So the decision to Бла-бла-бла вопрос, бла-бла-бла ответ. And ultimately to hold rates steady at this meeting, I would just say it's a continuation of that process. The main issue that we're focused on now is determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time. Он даже, So ну, the это... pace of the increases Он, and the если вы ultimate думаете, level что of вы не increases понимаете, о are чем он separate говорит, variables. то он Given how просто far говорит, чтобы говорить. we Я have так come, экзамены it сдавал. may make sense for rates to move higher, but at a more moderate pace. I want to stress one more thing, and that is that the committee decision made today was only about this meeting. We didn't make any decision about going forward, including what would happen at the next meeting, including we did not Они не decide будут, or really не discuss принимали anything решения about going to по an every other следующим. meeting kind of an approach or really any other approach. We really were focused on what to do at this Мол, meeting. они еще могут So there поднять. was no kind of initial debate about the possibility of July, any sense of the initial support at this stage for that move? So again, we didn't make a decision about July. I mean, of course, it came up in the По июлю они еще ничего не решали по следующему заседанию. И послабления либо стимулов пока не планируют. One, decision hasn't been made. Two, I do expect that it will be a live meeting. Thanks, Howard Schneider with Reuters. I was just wondering if you could help us understand the narrative here, because it feels like there's been a level shift in the dots. Stronger GDP, less of a hit to unemployment, slower progress on inflation. Какой смысл, если у нас снижается инфляция? Sure. The labor market's going to be stronger, it looks like. It's not coming from there. Какой смысл Demand's not coming down all that решения? fast according to GDP. You've doubled your Хороший estimate of вопрос. GDP, so what's the Рынок plan труда here? сильный и, скорее всего, будет сильный. Rather than more messy. So you're right that the data came in, I would say, GDP растет. consistent with, but on the high side of expectations. So, and if you go back to the former SEP, the last Лайки, SEP, подписки, you ребята, will лайки, see that подписки. growth moved up. These are not huge moves, but growth estimates moved up a bit. Unemployment estimates moved down a bit. Inflation estimates moved up a bit. And, you know, all three of those kind of point in the same direction, which is, you know, Говорят, да, все that сильное. perhaps more restraint will be necessary than we had thought at the last meeting. So, although И у них the level у of них 5.6 была is возможность the level of 5.6 is и pretty есть consistent if you think about it, where the federal funds rate was додавить trading сильнее. before the bank incidents of early March. So we've kind of gone back to that. So your question is, where's the disinflation going to come from? And you know, I don't think the story has really changed. The committee has consistently Откуда said придет and дезинфляция? believed that the process of getting inflation down is going to be a gradual one. It's going to take some time. And I think you go back to the three-part framework for core PCE inflation, which is, we think, as good an indicator as you can have for. Ну, шелтер остался, там он, по-моему, только сам дает 1 или 2%. Continued healing in supply conditions, supply side conditions. Он говорит, будем решать предложение сапплая, решится предложение сапплая. So that's one thing, and that should enable goods prices to continue, goods inflation to continue to come down over time. In terms of housing services inflation, that's another. Вот, как раз по шелтерам, то, что я говорю. Seeing there that new rents, new leases are coming in at low levels, and it's really a matter of time as that goes through the pipeline. In fact, I think any forecast that people are. Он говорит, недвига идет с запозданием, они понимают. И что будущая инфляция будет вливать, ну, получать в себе именно эту ставку по ставкам, по аренде. That leaves, you know, the big sector, which is a little more than half, pardon me, of the core PCE inflation. That's non-housing services, and you know, we see only the earliest signs of disinflation there. It's a sector. It's a very broad and diverse sector. I would say in a number of the parts of that sector, the largest cost would be wage costs. It's the service sector, so it's Стоимость heavily labor сервис intensive. упадет. I think many analysts would say that the key to getting inflation down there is to have a continuing loosening in labor market conditions, which we have seen. We have actually Стоимость seen, сотрудников, you know, I go through a number of зарплаты, indicators короче. suggesting there's been some loosening in labor market conditions. We need to see that continue. I would almost say that the conditions that we need to see in place to get inflation down are coming into place, and that would be growth meaningfully below trend,
It would be a labor market that's loosening. It would be goods pipelines. Им нужен рост and healthier and that kind of thing. The things are in place that we need to see. и but the падение process of that actually working on спроса inflation на is going to take работников. some time. Они сейчас столько заводов строят, что вряд ли это реально в данный момент времени. То, о чем мы говорили. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, what's the value in pausing and signaling future hikes versus О, just hiking now? I mean, not to да-да-да. but В I чем just смысл wait to паузить, sideline а your потом снова membership when поднимать? you actually go to the gym. 16 of your colleagues put down a higher year-end 23 rate today. A majority of you think you're going to have to go up by 50 basis points this year. Я говорю, что So все вот why эта not идея just про потом hold off поднимем, the это day такой and date bullshit. and raise rates today? So first, I would say that the question of speed is a separate question from the question from that. Ага, он говорит, мы Okay, говорим so, про скорость. And I think if you look at the SEP, that is our estimate, our individual. It's really accumulation of our individual estimates of how far to go. I mentioned how we got to those numbers. А не In terms of сумм, speed, а не it's размер what I ставки. said at the beginning, which is speed was very important last year. As we get closer and closer to the destination, and according to the SEP, we're not so far away from the destination in most people's accounting. It's reasonable, it's common sense to go a little slower, just as it was reasonable to go from Они 75 видят basis смысл points to идти 50 медленнее to теперь. 25 at every meeting. And so the committee thought overall that it was appropriate to Идти moderate the медленнее. pace, if only slightly. And there are benefits to that. So that gives us more information to make decisions. We may try to make better decisions. I think it allows the economy a little more time to adapt as we make our decisions going forward, and we'll get to see. We don't know the full extent of the consequences of the banking turmoil that we've seen. Ага, они хотят посмотреть на последствия банковского кризиса. It's just the idea that we're trying to get this right, and this is if you think of the two things as separate variables, then I think that the skip, I shouldn't call it a skip, the decision makes sense. I know you said July is live with only one June employment, with only the June employment and the CPI report for June due to be released before the July meeting. You get the ECI after, you get the senior loan officer. На июль будет мало данных. At the end of next month. What incremental information Что вы will the хотите committee be увидеть? using to inform their judgment on whether this is in fact a skip or a longer pause? Что вы хотите Well, I увидеть? think you're adding that to the data that we've seen since the last meeting too. Since we chose to maintain rates at this meeting, it'll really be a 3-month period of data that we can look at. And I think that's a full quarter, and I think you can draw more conclusions from that than you can from any 6-week period. We'll look at those things. We'll also look at the evolving risk picture. We'll look at what's happening in the financial sector. We'll look at all the data, the evolving outlook, and we'll make a decision. Они посмотрят прошлое и эту дату, и все. Thanks for taking our questions. Gina Smilek, New York Times. You obviously, in your forecast, marked up the sort of path for growth, marked down the path for unemployment, and marked up the path for inflation pretty notably. I wonder, since March, what has changed to make you think that the economy is a lot more resilient and inflation is going to be a lot more stubborn? And given that, why do you feel confident that this is as high as you're going to have to revise the federal funds rate, or do you think it's possible we could have even a higher than 5.6% terminal by the end of this cycle? Ага, что по экономике? Будет больше или меньше? 5-6%. So the outlook, the economy the labor market, I think, has surprised many, if not all, analysts over the last couple of years with its extraordinary resilience, really, and. Говорит, экономика хорошая и сильная. That's really, if you think about it, that's what's driving. It's job creation, it's wages moving up. Он говорит, мы старались ее убить, но у нас не получилось. Supporting hiring, and it's really the engine, it seems, that is driving the economy. So it's really the data. In terms of, we always write down at these meetings what we think the appropriate terminal rate will be at the end of this year. That's how we do it. It's based on our own individual assessments of what the most likely path of the economy is. It can actually in reality wind up being lower or higher. Она по верхнему уровню ожиданий фактически. It's what people think as of today, and as the data come in, it can move around during the intermeeting period. It could wind up back in the same place.
but it really will be data driven. I can't tell you that. Говорит, that I пока ever по have концу a года lot не of могу confidence сказать, that нужно we can смотреть see на данные. where the federal funds rate will be that far in advance. Mr. Chairman, thanks for taking my question. You had said back at the end of May that you thought risks were getting closer to being into balance. Is that still the case, or has your mind changed about the balance of risks out there? And also, could you give us an idea of what would be a sufficiently restrictive funds rate? Obviously the current rate, according to the committee, is not sufficiently restrictive. Как вы считаете, Is на it какой вы 5.6? Is it остановитесь? 6? Where is it sufficiently restrictive? Thank you. I would say again that I think that over time, the balance of risks, as we've moved from from interest rates at effectively zero now to 5 percentage points with. Говорит, мы быстро дошли с нуля additional hikes. I think до we've moved much 5%. closer to our destination, which is that sufficiently restrictive rate. And I think that means, almost by definition, that the risks of sort of overdoing it and underdoing it are getting closer to being in balance. I still think Риск не доделать, переделать где-то в балансе, that the risks ну, ближе to к нему. inflation are to the upside still. So we don't think we're there with inflation yet, because we're just looking at the data. If you look at the full range of inflation data, particularly the core data, you just aren't seeing a lot of progress over the last year. Ну, тоже очень общий вопрос, очень общий ответ. И в целом нет вот этого напряжения, как было сейчас. Все понимают, все знают. Посмотрим на данные, и когда инфляция еще сильнее пойдет вниз. It's also, we understand that there are lags, but remember that it's more than a year since financial conditions began tightening. I think the reason we're comfortable pausing is that we are still, much of the tightening took place over last summer and later into the year, and I think it's reasonable to think that some of that may come into effect. So we're, I think stretching out into a more moderate pace is appropriate to allow you to make that judgment of sufficiency, with more data over time. Говорит, будем смотреть на данные, опять же, ничего такого, просто общий вопрос, общий ответ. Не знаю, прям так скучновато. Ваши действия работают с лагом. Что вы ожидаете, когда лаг догонит? Yeah. So it's a challenging thing in economics. It's sort of standard thinking that monetary policy affects economic activity with long and variable lags. Of course, these days, financial conditions begin to tighten well in advance of actual rate hikes. So if you look back when we were lifting off, we started talking about lifting off. By the time we had lifted off, the 2-year, which is a pretty good estimate of where policy is going, had gone from 20 basis points to 200 basis points. So in that sense, tightening happens much sooner than it used to in a world where news. Они говорят, что их скорость повлияла быстро, потому что быстрая скорость подъема ставки. Interest-sensitive spending is affected very, very quickly. So housing and durable goods and things like that. But broader demand and spending and assets. Говорит, но общий уровень потребления, общий уровень спроса запаздывает. Whatever answer you would like on that. So there's not any certainty or agreement in the profession on how long it takes. Короче, он хочет, чтобы у людей стало меньше денег, но пока у них это не получается. We're looking at what's happening in the economy. We're having to make these judgments. Again, it's one of the main reasons why it makes sense to go at a slightly more moderate pace now as we seek that. Он говорит, теперь главное замедлиться, и они не могут сказать ответ на вопрос. Они не могут показать на конкретную дату. Really flattening out reliably and then starting to soften, I think we'll know that it's working. And ideally, by taking a little more time, we won't go well past the level where we need to go. Говорит, ну, со временем они туда придут.
apart from these lag effects? So it's too early still to try to assess the full extent of what that might mean. Что значит, that's something we're going они to не be могут watching, сказать? of course. Ну вот, And когда if we начало do работать see, их запоздание. what we would view as significant tightening beyond what would normally be expected because of this channel, then we would factor that into account in making rate decisions. So that's how we think about it. Let's go to Chris. Thanks. Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned that many of the trends are in place that you want to see. Core services ex housing has come in pretty low in the past couple of months. And as you noted, a significant portion of core inflation is now housing prices. And then we've had some quirks in used car prices. So given that these trends are in place, I guess Мол, сейчас инфляция это не двигает, машина. Why signal additional rate hikes? Aren't things headed in the direction you need? Why not simply give it even more time? Or I mean, it's surprising to see so much hawkishness in the dots, given what we're seeing recently. Yeah, so we've Почему бы не дать конкретный сигнал? 2.25 years into this, and forecasters, including Fed forecasters, have consistently thought that inflation was about to turn down, and Мы думали, инфляция транзитория. forecasted that it would, and been Помните, wrong. они забыли это So слово. I think if you look at core PCE inflation overall, look at it over the last 6 months, you're just not seeing a lot of progress. It's running at a level, over 4.5%, far above our target, and not. Но она все really, идет выше moving их down. We цели. want to see it moving down decisively. That's all. Of course, we are going to get inflation down to 2% over time. We don't want to do. We want to do that with the minimum damage we can to the economy, of course. И при этом они хотят сделать минимальный урон экономике. And we just don't see that yet. So, hence you see today's policy decision, both to write down further rate hikes by the end of this year, but also to take. Короче, он говорит, мы не знаем, но мы далеки от цели в 2%. Вот что он по сути говорит, не по форме упаковывая слова, а по сути. Как на прошлый раз вы говорили, что зарплаты не ведут инфляцию. Talked about the labor market today and the need for softening. Can you give us a little more specifically of how you see the tight labor market driving inflation at this point? Thank you. Как рынок труда сейчас ведет инфляцию? I'm not going to comment on any particular paper, but I would say that I think the overall picture is that at the beginning, in early 2021, inflation was really coming from very strong demand largely for goods. People were still at home. They had money in the bank and they wanted to spend. They spent a lot on goods. And of course, at the same time, and because of that high demand to some extent, supply chains got all snarled up. So prices went way up, inflation went way up. So that was the origin. And it wasn't really particularly about the labor market or wages. But as you move through 21 into 22 and now in 23, I think many analysts believe that it will be important. An important part of getting inflation down, especially in the non-housing services sector, to getting wage inflation back to a level that is sustainable, that is consistent with 2% inflation. We actually have seen wages broadly move down, but just at a quite gradual pace. So, and that's. Говорит, они видят замедление инфляции, но им нужно больше разных данных. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You said in the past that you don't like to surprise markets. It's kind of been the Fed's view. Markets should have an idea of what you're going to do before you go in. You also said a number of times that it would take a while to bring inflation down. You reiterated that again today, and that we would get to a point where inflation could be sticky. So I'm wondering, as we go into the next meetings, how Wall Street or others should look at your reaction function. What will you be reacting to? Это интересный вопрос. Не косячите ли вы сейчас? Как вы косячили до этого? Inflation levels in July or in September or November. Will you move because you've said you feel you need to? Is it time that's going to require additional movement, or would it be a reversal in inflation? So
Если увидите, инфляция падает. Hypotheticals about different ways data might move out. So we of course we don't go out of our way to surprise markets or the public. At the same time, our main focus has to be on getting the policy right, and that's what we're doing here, and that's what we'll do for the upcoming meetings. I will say the July meeting will be Будете live. повышать или падать? Он говорит, ну мы будем смотреть на данные, мы не будем спекулировать, мы не знаем, что увидим. Fed people talking about it, and markets will have to make a judgment. Well, do you think inflation is likely to continue coming down based on the lags and based on your threat of additional movement? Or are we going to be in a period where we're not going to know what's happening? I think if you look at, if you just look at, I'll just point you to the forecast. So inflation is running, core PCE inflation is running at about 4.5%, a little higher than 4.5%, and the median FOMC participant. Говорит, что вы ожидаете от инфляции? 9 on a 12-month basis. This is by the end of this year. So that's expecting pretty substantial progress. 3,9% инфляции Significant decline for half a year. до конца года. So that's the forecast. We do try to be transparent in our reaction function. Теоретически, если будут падать инфляция ниже 3,9%, то они вынуждены будут либо занижать, либо как-то разворачиваться. Victoria Guido with Politico. Could you talk about the balance sheet and how you're thinking about it? What are you looking for? Что с вашим балансшитом? We're approaching reserve scarcity, and is Treasury issuance going to affect that? Also, are you considering lowering the RRP rate in order to take some pressure off banks? So let me say, first of all, on the Treasury part of it, if I can talk about that, and then go back to the balance sheet. So on that, of course, we've been very focused on that for a couple of months, as everyone has. Treasury has laid out its borrowing plans publicly. I think I saw the Secretary's comments yesterday. Сначала по трежерям. Treasury has consulted widely with market participants about how to avoid market disruption, and that they're going to watch carefully for that. So that's from the Treasury, which actually sets the borrowings. At the Fed, we'll be monitoring market conditions carefully as the Treasury refills the TGA. The adjustment process. Treasury, короче, не к ним, а они будут смотреть на политику, в основном монетарную. And also in reserves. It's really hard to say at the beginning of this which will be greater. We are starting at a very high level of reserves and still elevated RRP. У них очень высокий уровень баланса. Reserves are likely to become scarce in the near term or even over the course of the year. So that's the Treasury part. Это про трежери, он говорит, в смысле баланс трежерей. Monitor conditions in money markets, and we're prepared to make adjustments to make sure that monetary policy transmission works. Was there another part of your question? Yeah. What are you considering lowering the RRP rate to help take some pressure off banks? So we have a number of, I would say, the RRP doesn't look like it's pulling money out of the banking system. It's actually been shrinking here lately. So I don't think that's not something we've thought about a lot over time. It doesn't really look like that's something that we would do. I think it's a tool that we have. If we want to use it, we can. There are other tools we can use to address money market issues, but I wouldn't say that that's something that's likely. Короче, не факт, что они будут разгружать баланс, больше кредитовать дешево. У них есть другие инструменты. Have you seen sufficient cooling in the housing market to bring inflation down? For example, how does the recent rebound affect your forecasts, and how does it factor into monetary policy? О, это как раз шелтеры. So certainly housing, very interest sensitive, and it's the first place really, or one of the first places that's either helped by low rates or that is held back by higher rates. And we certainly saw that over the course of the last year. We now see housing putting in a bottom and maybe even moving up a little bit. We're watching that situation carefully. I do think we will see rents and house prices filtering into housing services inflation, and I don't see them coming up quickly. Он говорит, что они ожидают wandering around at a relatively low level. падения инфляции на них, That's appropriate. но не скоро. Do you think you'll have to target that with further rate increases?
Well, I think we look at everything. We don't just look at housing. So I think, Но не the way it скоро. works is Однако individual учитывают participants ее при sit in принятии offices решений. all over the country, and they write down their forecast, and including their most likely forecast, including their rate forecast, and then they send На it самом in on деле Friday очень мало сочных afternoon, and вопросов. we Все accumulate it, такое and then вялое, publish it for you. текущее. Мы смогли это So на стриме that's обсудить. how they do that. Well, I don't know that housing is itself going to be driving the rates picture, but it's part of it. Ну, да, просто будут учитывать, но не является Thank you for главным taking the драйвером. question, Mr. Chairman, Edward Lawrence with Fox Business. So I want to go back to comments you made about in the past about unsustainable fiscal path. The CBO projects the federal deficit to be 2.8 trillion in 10 years. The CBO also says that federal debt will be 52 trillion by 2033. At what point do you talk more firmly with lawmakers about fiscal responsibility? Because О, это по налогам вопросов. Мол, бюджетный дефицит. I don't do that. That's really not my job. We hope and expect that. Это политический вопрос, вообще не про инвестиции, вообще не к нам. Но это просто и они должны задать, чтобы в рамках своей политической борьбы. Ответ Пауэлла: not my job. That we are on an unsustainable fiscal path, and that needs to be addressed over time. But I think trying to get into Однако путь по налогам он считает не sustainable. Would be kind of Ну, по растратам, налоги, траты. Is there any conversation then about the Federal Reserve financing some of that debt that we're seeing come down the pipe? Будет ли ФЕД финансировать? Thanks for taking our questions. Нет, ни в коем Chair случае. Powell. So looking at the SEP, it looks like GDP for this year was raised significantly, your forecast for GDP this year. The unemployment rate, meanwhile, was pulled downward. And so should we take that as a sign that the committee is more confident about the prospects of a soft landing, at least as it relates to what you were expecting in March? I would just say it this way. I continue to think, and this really hasn't changed, that there is a path to getting inflation back down to 2% without having to see the kind of sharp downturn and Прогнозы, опять же, экономики. In so many past instances, it's possible. A strong labor market. Possible снизить инфляцию, не убив экономику. Could aid that along. It could aid that along. But I guess I want to come back to the main thing, which is though simply this: we see the committee, as you can see from the SEP, the committee is completely unified in the need to get inflation down to 2%, and we'll do whatever it takes to get it down to 2%. И их цель в 2% все еще остается. We understand that allowing inflation to get entrenched in the U.S. economy is the thing that we cannot allow to happen for the benefit of today's workers and families and businesses, but also for the future. Чтобы не у людей было будущее, ценовая стабильность. Это прям какой-то набор постоянных слов, которые он повторяет. Вот это заседание сегодняшнее. I'm just a little confused because you said the committee will do whatever it takes to get inflation down over time. But when I look at the SEP, inflation is still projected to be elevated next year, but the Fed funds rate is lower than where it is now. Can you help me understand that? Sure. So, они говорят, но вы же будете снимать. First of all, I wouldn't put too much weight on forecasts even 1 year out because they're so highly снимать ставку, а инфляция выше 2% в 2024 году. In the forecast, if you don't lower interest rates, then real rates are actually going up, right? So just to maintain a real rate, the nominal rate at that point, 2 years out, let's say, should come down just to maintain real rates. And actually, он хочет реальную ставку поддерживать на минимальном вот этом спреде. And significantly so for us to get inflation down. That probably means that certainly means that it will be appropriate to cut rates at such time as inflation is coming down really significantly. And again, we're talking about a couple years out. I think, as anyone can see,
not a single person on the committee wrote down a rate cut this year. чтобы стимулировать Nor do I think экономику. it is at all likely to be appropriate if you think about it. Inflation has not really moved down. It is not so far reacted much to our existing rate hikes, and so we're going to have to keep at it. Julie. The mic is coming. Oh, sorry. Thank you. Hi, Chaparral. Julie Chabanas, AFP News Agency. The May job report showed a rebound in May in Black workers' unemployment. Is it consistent with the Fed's maximum employment mandate? Are you worried about that, about this rebound? О, Господи. Падение So we are, of course, unemployment в worried черном about, сегменте, There чернокожем. are long-standing differences in racial and ethnic groups across our labor market. Вас это That's a беспокоит? factor that we can't really address with our tools, but we do consider that when we're thinking about what constitutes maximum employment. It is for us a broad and inclusive goal. And so we do watch that. But Типа они remember, понимают ставку что, только для белых? Что за вопрос вообще? Что за отсутствие понимания bouncing around контекста? right near historic lows, historic modern lows here. So we're still talking about, I mean, what is as strong a labor market as we've seen in, a half century here in the United States. So overall unemployment of 3.7% is 0.3 higher than it was measured to be at the last a month ago, but still it's extraordinarily low. And so it's a very, very tight labor market. Мол, но рынок все равно сильный. Thank you. I want to follow up first a little bit just on the rent question on housing. We heard Governor Waller talk about how Очень странный вопрос на самом деле. Rents show up in CPI yet, and we did hear Governor Waller talk Вас about беспокоит? how an uptick in housing might mean that there's not going to be as much relief coming or a shorter bit of relief than we thought. Can you talk about how you're thinking about that and how that played into today's outcome? I wouldn't say, so that's, as a factual matter, that's correct. We do need to see, rents bottom out here or at least stay quite low in terms of their increases, because we want the, we want inflation to come down, and rental is Им надо a very увидеть large part of рента the CPI, about a third, недвигу half ниже. of that for the PCE. So it's important, and so it's something that we're watching very carefully. It's part of the overall picture. I wouldn't say it's the decisive part, but take a step back. What you see is look at core inflation over the past 6 months, year. You're just not seeing a lot of progress, not the kind of progress we want to Говорит, see. они не видят тот прогресс, который они хотели увидеть. It's hard to avoid that, and committee people in the committee, the median went up significantly, so that the median participant now thinks that core PCE inflation on a 12-month basis will be 3.9% this year. So once again, every year for the past 3 years, it's gone up over the course of the year, and that's doing that again. So we see that, and we see that inflation forecasts are coming in low again, and we see that Надо Паулу лайк за это we поставить. need to do more, and so that's why you see the SEP. За этот странный вопрос. Could you also talk briefly about your outlook for wages, and given the recent slowdown in core services, excluding housing, how far you think wages might need to fall? ЗП насколько должно упасть? So wages will continue to increase. So we what we're talking about is having wage increases still at a very strong level, but at a level that's consistent with 2% inflation over Говорит, time. они должны расти, но медленнее. We've seen some progress. All of the major measures of wages have moved down from extremely elevated, not extremely, but highly elevated levels a year or so ago, and they're moving back down, but quite gradually. And we would want to see that. Они росли слишком быстро. Им нужна вот эта скорость повышения просто меньше. Wage increases, particularly for people at the lower end of the income. Такая S-curve им нужен. But we want that as part of the process of getting inflation back down to 2%, which benefits everyone. I mean, inflation hurts those same people more than anyone else. People on a fixed Мол, инфляция, да, она влияет на бедное население больше, чем на других. Thank you so much, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I just wondered if the committee has talked at all about the labor market, and there's strikes now in Hollywood, and United Auto Workers are talking about a possible strike. I mean, aren't workers,
на рынке труда. Workers have power now and are going to be seeking higher wages. Does that come up in your discussions? Thanks. Влияет ли, So ну the там, topic of wages in the labor market and dynamics in the labor market is about as central a topic to our discussions ага, as, это их as центральный anything. I mean, топик it's дискуссии. very labor economics, and the labor market are utterly central. It's half of our mandate. So we spend a lot of time talking about that. I think, there are structural issues that are really not for the Fed. And so we don't spend a Ага, lot of есть time структурные taking проблемы, notice которые of Фед не может what's в принципе going on. решить. We're not involved in discussions or debates over strikes and things like that. But we look and we see what's going on, and we're making judgments about what it will take to get inflation down to 2% in the aggregate. And as I said, don't think that was about. Most folks would say now it wasn't really about wages at the beginning. And it's becoming more about that as we get into really service sector inflation, which is the part of the economy where we have seen the least progress. Let's go to Mark for the last question. Ну да, последний вопрос. Thank you, Mr. Chairman. Mark Hamrick with Bankrate. Wondering what your thoughts are now about systemic risk now that we're about 3 months past the О, хороший вопрос. Системные риски есть ли после банка пада? И коммерческой недвиги. Это хороший вопрос. So, we're trying to think where to start. I'll start with commercial real estate. Хороший вопрос, на самом деле, здравый. Говорит, недвига. There's a substantial amount of commercial real estate in the banking system. A large part of it is in smaller banks. It's well distributed. To the extent it's well distributed, then the system could take losses. We do expect that there'll be losses. Лоссы слишком хорошо распределены. Those banks will experience larger losses. So we're well aware of that. We're monitoring it carefully. It feels like something that will be around for some Система time, пострадает, но не сильно. as opposed to Приемлемо. Something that will suddenly hit and work its way into systemic risk. In terms of non-bank financial sector, банки и финсектор. there's been a ton of work, and clearly in the pandemic, it was the non-bank financial sector where issues really arose, and there's a lot of work going on with the Ага, они в ковид много поработали с ними. leading that to try to address issues in the treasury market and in all kinds of areas in the non-bank financial market. But our jurisdiction at the Fed is over banks. Их юрисдикция это банки. So that's really our main focus. In terms of the events of March, as I mentioned earlier, we will be carefully monitoring that situation. Our job generally involves worrying about a lot of things that may go wrong, and that would include the banks who might. С банками было много всего плохого. Don't worry about rather than that we do worry about. So we're watching those things very carefully, and as we see things unfold, as we see what's happening with credit conditions and also all the Они смотрят, that are out there, но не ожидают больших проблем. Судя по всему. If there are macroeconomic implications, we can take that into account in our rate setting. And so I guess that's what I would say. Can I just follow up on the last part? That's do you risk further exacerbating those issues if you get up to another 50 basis points? So that's О, если поднимете ставку, будут ли проблемы? As we watch, we'll see what's happening, and if we're seeing the kind of Этого чувака надо было ему всю конференцию посвятить. Хорошие вопросы. You could be referring to, then we can factor that, because really we use our rate tool it really has macroeconomic purposes, so we'll take that into account. Of course, we have responsibility for financial stability. Да, но мы это учитываем, поэтому можете не ожидать повышения ставки. Thank you very much. Учитываем. В скобках. Да, можете не ожидать повышения. О, Господи. Так, секунду, ребят, секунду. Давайте я сейчас все подсуммирую. Еще взгляну, что мы там за записи сделали. Потому что я, как всегда, по традиции, сделал целый набор бумажек.
И сейчас мы будем записывать. Да. Пам-пам-пам. Есть такая история. Ну что у нас тут? Погнали. Всем привет, с вами канал Больше Золота, Диас. Вот и закончилось заседание Джерома Пауэлла, и мы по традиции записываем короткую версию, потому что это было довольно скучное заседание. На самом деле, если ты не смотрел его полностью, то, надо признать, ты выиграл, потому что я смотрел его полностью, мы были на стриме, и там было довольно скучно. Начнем с того, что учетная ставка осталась на том же самом уровне. Рынок закладывал возможное ее снижение до 5%, 4,75-5%, но мы говорим про 1-2% возможностей. Как только мы узнали, что она паузится, все, рынок полетел вниз. Не сильно, потому что вот эта возможность снижения ставки упала. Но Фед вышел и говорит, мы останавливаем повышение. В каком-то смысле это вот конец цикла повышения учетной ставки. Даже если они поднимут на 0,25 в течение следующего года, это все равно не будет тем самым ускорением повышения учетной ставки, а скорее это будет траектория разворота. И, честно говоря, слушая все, что сегодня говорил Пауэлл, повышение учетной ставки выглядит очень нереальным. Скорее будет пауза, потом будет пауза по другим причинам, потом по третьим, и только потом они начнут снижение. Дальше он вышел, сам Джером, вышел Папа Пауэлл и начал делать свою презентацию. Она была довольно скучная, потому что он говорил про одни и те же вещи. Работа, 2% инфляция, стабильность цен. И она, мол, мега важна, и что сейчас идет ухудшение кредитов, ухудшение коммерческой недвижимости. Все это помогает им не додавливать учетную ставку, плюс они разгружают свой баланс, все теми же темпами, ничего менять не будут, и поэтому они видят, что все относительно хорошо. Они ожидают в конце этого года 1% рост ВВП, что лучше, чем ожидали в начале года. И в условиях, когда европейская зона попадает в техническую рецессию, для Америки это неплохой шанс еще больше вырваться вперед. Инфляцию они в конце года ожидают в районе 3,9%. При этом это core, без учета энергетики и еды. Если мы туда добавим самые главные факторы, которые люди платят, скажем, бензин и еда, то, возможно, будет еще ниже. Безработицу они ожидают 3,7% и в конце года до 4% снижения. Это то, куда они целятся. Если мы увидим, скажем, инфляцию 3,8% PCE, а безработицу не 4, а 4,1%, то, скорее всего, для рынка это будет очень бычий знак, что скоро что-то начинает ломаться и нужно постепенно будет снижать учетные ставки. Они очень быстро подняли вот эту скорость повышения с 0 до 5-5,25%, но мы это с тобой видели. И в целом не было каких-то новых новостей, что является довольно хорошей новостью само по себе. Рынок на это отреагировал, пока мы смотрели презентацию, он упал вниз на 1%, а затем начал восстановление, потому что это было максимально скучное, бесполезное повторение одних и тех же слов, и это хорошо. Дальше пошли вопросы. Влияние недвижимости на падение рынка, на учетные ставки. Очень странный был на самом деле вопрос, больше был такой бла-бла-бла, ответ был соразмерный вопросу бла-бла-бла. Мы двигали ставки очень быстро, мы будем решать на следующих встречах, и вообще мы не знаем, что будет дальше. Вот приблизительно вся суть вопроса и ответа. Следующий. Какой смысл вашего нарратива этого решения? Поскольку вы нам говорите, мы, возможно, будем повышать учетную ставку, но при этом рынок труда сильный, экономика сильная. Где причины того, что что-то поменяется от того, что вы поднимете учетную ставку на 0,25%? Вопрос неплохой, на самом деле, и у многих возникла эта история. На что Пауэлл ответил. Но все действительно сильное, у них есть возможность додавить еще сильнее, они могут быстрее ускориться, взять этот камень и выдавить из него немножечко воды, либо сыр, в зависимости от. Но откуда возьмется сама по себе дезинфляция? Скорее всего, увеличится предложение, особенно когда мы говорим, что все те заводы, которые они постоянно строят, будут наращены в большом количестве. Но вопрос, откуда они возьмут рабочую силу в условиях такой миграционной политики, это большая проблема. Недвижка снижается, это шелтер, ренты, аренда недвижимости, аренда домов, и это скажется только в начале 2024 года. Пауэлл говорит, что вот как раз этот сегмент идет с запозданием. Будущая инфляция, возможно, они будут для того, чтобы сбить ее, поднимать учетную ставку, это тоже даст им такую историю. Сервисный сегмент упадет, они ожидают, по крайней мере, этого. И стоимость commodities, костов вообще всех, и стоимость сотрудников, зарплаты, короче говоря, тоже постепенно пойдут. И поскольку ВВП растет, а не стоит на месте, в целом это и будет источником
снижение цен и снижение инфляции до запланированных 2%. Насколько это будет правдой, мы узнаем только в конце этого года. И опять же, им все равно нужно где-то брать людей. Они пока не знают где. В чем смысл паузить, чтобы затем поднять ставку? Следующий вопрос от журналиста. И они говорят, мы хотим снизить скорость повышения учетной ставки. Мол, мы очень быстро дошли от 0 до 5%, сейчас самое время замедлиться. Но тут я тебе так скажу, это синоним слова, что мы не будем поднимать учетную ставку. Почему? Потому что до этого они так уже делали и потеряли полное доверие к Федеральной резервной системе. Складывалось ощущение у всего бизнеса, что ФРС не знает, что делать дальше. Либо поднимать учетную ставку, либо разворачиваться. Поэтому пауза, подъем выглядит нереально, потому что это посылает разные сигналы. То мы разворачиваемся, то мы идем наверх, и, скорее всего, в общем, не будет такой истории. При этом они будут посмотреть, в том числе на повышение учетной ставки, как она влияет на банковский кризис. Что по экономике? Будет ли 5,6%? Будете ли вы до конца года повышать еще сильнее учетную ставку? Они говорят, экономика сильная, мы старались ее убить, другими словами, но не получилось. И вообще по уровню ожиданий она оказалась выше, чем все могли сказать. Потому что, я напоминаю тебе, они ожидали рецессию в стране, падение экономики, ухудшение ситуации во всех сегментах. Короче говоря, так себе история. Как считаете, когда остановитесь? Когда будет вот эта пауза? Мы уже дошли или еще нет? Или вы еще будете повышать? Мы поднялись очень быстро, price stability, инфляция, рынок труда, посмотрим на данные, бла-бла-бла. Действия ФРС работают с гэпом. Что вы ожидаете от экономики, когда вот прям догонит? Напоминаю, что когда они поднимают учетную ставку, это где-то через 18 месяцев влияет на состояние денежного обмена. Такое большое запоздание. И они говорят, сейчас самое главное – это замедление скорости повышения учетной ставки. Мол, мы поднимали на каждом заседании по 0,25, и вот мы решили сделать паузу, чтобы замедлить, и, возможно, будем поднимать по 0,25 раз в 2 квартала, может быть, в 3. Насколько это правда, вызывает вопросы. Напоминаю, что они это, так сказать, от создателей инфляция временная, инфляция проходная, и она не прилипнет. Именно эти ребята нам говорят, возможно, мы что-то будем делать, но, скорее всего, наверное, нет. Сейчас инфляция – это в основном недвижимость, машины. Почему бы не дать конкретный сигнал? Вы либо повышаете учетную ставку, чтобы сделать максимум, либо останавливаетесь. Ну и он напомнил, что мы думали, что инфляция транзитория, мы создатели этого мема, но не получилось. И экономика достаточно сильная, мы все-таки хотим ее додавить, при этом с минимальным уроном, но так, чтобы людей поувольняли, цены упали, вы могли нанять новых сотрудников в те бизнесы, которые останутся, и инфляция стала 2%. У меня вызывает очень много вопросов, потому что это очень сложно сделать. Нужно новое вливание рабочей силы, либо роботами, либо людьми. Вот как-то пока Фед об этом не думает. Зарплаты, говорит, не ведут инфляцию, но рынок труда в целом, они видят в нем небольшое замедление, но им нужно больше категорий, больше секторов, больше увольнений, кто бы что ни говорил. Итак, следующий вопрос. Вы говорили, мол, А, Б, С, но, в общем, вы косячили. Вы вот говорили, вы создатели этого самого мема, опять же. Почему нам стоит вам верить? Не косячите ли вы сейчас? Очень хороший вопрос. На что ответ? Ну, мы не знаем, мы будем смотреть на цифры, мы ожидаем инфляцию 3,9%, но если упадет, то будем пересматривать. Пока нет причин нам не верить нашим же словам, пока вы нам платите заработную плату. Это я от меня добавлю. Что с балансом, когда вы будете разгружать его? Потому что вы в критическом состоянии, у вас очень много денег. И что по трежерям, будет ли у казначейства деньги на все траты? И они говорят, что по трежерям, что по ним сказать, это не наша работа. Высокий уровень баланса у казначейства, они вполне нормально занимают, мир готов давать США в долг, поэтому не проблема. И по поводу их балансшита, они продолжат разгружать, но перестанут давать дешманские кредиты, вот эти вот банкам, фактически без подкрепления, такие кризисные кредиты, потому что у них уже есть другие инструменты влияния на эти институты. Ну окей. 10-й вопрос. Shelter housing. Это как раз тот самый сегмент, который остался на высоком уровне, и он реально скажется, напомню, где-то в первом, может быть, втором квартале 2024 года. До этого момента, они так считают, вот этот уровень, по которому американцы арендуют квартиры, дома, апартаменты, микростудии, ставят лайки, подписки.
интеграция. В общем, они ждут падения инфляции, но не скоро. И они учитывают этот самый шелтер-хаузинг, что он скажется на главном их показателе, но, опять же, нужно подождать, и пока, в общем, мол, мы все сидим и ждем. И они, но самое главное, что они учитывают в своих решениях этот показатель. Как, насколько, ну, разумеется, мы не узнаем. По налогам вопросы. Что вы думаете? У страны большой бюджетный дефицит. Будете ли вы его дофинансировать или же нет? На самом деле вопрос звучал больше про политический, не про конкретный для инвесторов. Это был вопрос, чтобы просто его задать, чтобы вот, мол, республиканцы против демократов. Это их политическая тема. На что Пауэлл ответил: не моя работа заниматься бюджетным дефицитом, налогами, вообще это не при делах. И Фед ни в коем случае не будет финансировать дефицит бюджета. Мол, хотите деньги, занимайте. Пропагандируйте свои проекты, рассказывайте про них, сподвигайте людей инвестировать в них, но без этого никак. Вопрос. Прогнозы по экономике. Что вы вообще думаете? Потому что вы все хотите убить. Price stability, инфляция 2%, сильный рынок труда. Но, в общем, мы не будем... Был уточняющим вопрос, будете ли вы снижать учетную ставку, если инфляция снизится. И плюс вообще очень странно, что вы хотите в следующем году начинать снижать учетную ставку, а инфляция даже по вашим прогнозам не будет 2%. В чем смысл? Мол, почему бы сейчас не додавить, пока есть такая возможность? Пауэлл говорит, мы хотим реальную ставку, напомню, это terminal rate минус инфляция. У них есть, допустим, 5,2% сейчас, при этом реальная инфляция 4,9, 4,3%, то реальная ставка в районе 1, там 0,8, условно говоря. И вот они хотят вот эту учетную ставку держать в управлении. Это где-то 1, ну максимум 1,5%, не больше. Для того, чтобы и экономику не додавливать, не увольнять людей, чтобы она работала как часы, потому что чтобы людей не увольняли, опять же, все то же самое. Максимум employment 2%, price stability, реальный рейт 1,5%. Падение unemployment в black communities. Беспокоит ли это вас? Это, опять же, вопрос не про экономику, вне контекста, но вот почему-то эта журналистка должна была задать это Пауэллу. Пауэлл сказал, он беспокоится, и это правда. Но они поднимают учетную ставку для всех. Что сенатор говорил про падение там, ренты, что вы хотите увидеть, чтобы понять, мол, шелтер и хаусинг сказывается на показателях. Опять же, падает инфляция. Они хотят увидеть прогресс, какие цифры они нам не сказали. В общем, ждите. Опять же, бла-бла-бла, это опять из вопросов ни о чем. Полчаса об этом и говорили, но почему бы нет. Следующий вопрос, уже ближе к концу. По поводу страйков на рынке труда. Повлияет ли это на вас или нет? На что Пауэлл говорит, вообще рынок труда – это центр нашей дискуссии. Кого мы хотим увольнять, кого мы хотим оставлять, как это все будет работать. И есть структурные процессы, на которые Фед никак не может повлиять. Они не могут не изменить ни миграционную политику, ни страйки, ни рабочие места. Это, мол, не до них, но они хотят смотреть, они смотрят и принимают решения из учета этих данных. Ну и последний вопрос, который самый, наверное, адекватный. Вообще, наверное, я считаю, что все сегодняшнее заседание нужно было дать этому чуваку, который задал последний вопрос. Он говорит, какие вы видите системные риски, потому что недавно у нас был банкопад и падение коммерческой недвижимости, вообще коллапс сектора. Напомню, мы все еще сидим в позиции Zillow, когда мы в 2021 году ожидали падения недвижимости рынка, в 2022. Он начался, и вот он до сих пор идет. Ну что сказать. На что отвечает Пауэлл? По поводу коммерческой недвижимости. Они ожидают там падения. Они ожидают падения по всему сегменту, что недвижимость будет дешеветь, залоговые активы в банках будут падать, но они не ожидают больших проблем, потому что вся эта недвижимость как залог сильно диверсифицирована по разным банкам, как крупным, так и региональным. Поэтому система как таковая не получит большого удара, но подпросядет в рамках разумного. По поводу финансового сектора небанковских установ, они очень много поработали во время ковида, оптимизировали там залоги, достаточность капитала. Ну а банки, вообще они за ними сейчас присмотрят очень-очень пристально. Уточняющий вопрос. Ожидаете ли вы проблемы, если вы дальше, как нам заявляете, поднимете учетную ставку, там 5,5, 5,75 и так далее, все, что вы нам только что говорили? И тут Пауэлл прям понял, что его подловили. Этот чувак реально его подловил. Он говорит, да, мы это учитываем. Мы, конечно же, это учитываем. Мы понимаем, что такое может быть. И мы будем учитывать это в принятии наших решений. Что переводится на наш с тобой язык, повышение учетной ставки больше можете не ожидать. Это наша пауза /
терминал рейт до конца этого года. Вот такое вот заседание, оно не было мега интересным, были вопросы, но можно констатировать точно, отсутствие каких-то новых шокирующих новостей уже хорошая новость. Ну и по поводу учетной ставки выглядит как окончание цикла повышения вот этого самого ставки. Насколько это правда, мы узнаем через заседание в июле. Возможно, они повысят, но я думаю, что уже нет, потому что инфляция действительно падает. Если это так, то 2-3 месяца, возможно, там полгода, и мы начнем увидеть цикл понижения учетной ставки, который будет двигаться следом за инфляцией. Вот такое вот заседание. Что ж, выдыхаем. И это уже мы уже видели, как рынок шел наверх, и дальше он будет уже как-то учитывать вот это изменение ситуации и начало, может быть, ну не стимулирования, но, по крайней мере, окончание такого жесткого, быстрого и максимально ускоренного ужесточения. Ну а с тобой был канал Больше Золота Диас. Увидимся в следующем видосе. Напоследок скажу, когда формируешь золотишко в шахте, помни, что если Пауэлл будет пристально смотреть, как ты формируешь золотишко, не факт, что это будет эффективнее, но мы будем точно знать, что золото будет дорожать. Пока. Ну, а я возвращаюсь в чат, ребята. Давайте посмотрим, що у нас там пишуть. Капець ти потужно. Закоментував питання та відповіді. Спасибо. Интересно в контексте вопроса про сильную экономику. Если сильная экономика, есть прибыли компании, зачем ее понижать? Ну да. Кстати, в дополнение, напомню, ребят, у нас есть Patreon, patreon.com/in7. Обязательно приходите, там вместе с Виталием и с Мирославом из «Миллионер 7 лет» делаем разные графики и оцениваем. Да, мексиканцы спасут экономику США. Вполне может быть, вполне может быть. Диас, привет, респект и лучший. Спасибо большое, очень приятно. План капкан. Едешь в Мексику, потом лезешь через стену в США, и бац, там ты противник на расхват. Это правда. На самом деле мы видим, что в США не хватает рабочей силы. Это означает, что сейчас, когда они особенно забирают очень много технологических заводов из разных регионов к себе на континент, если ты хочешь куда-то переезжать, сейчас украинцам есть очень много возможностей, США является очень хорошим шансом построить будущее. И в этой мировой точке мы получим и хорошие условия переезда, хорошие возможности, и при этом в стране, которая экономически сейчас наиболее сильная. Косячат, они создают прецедент в написании банков. Да. Золото, себестоимость добычи 1200. Спасибо, ставьте лайки. Да, ребята, я вас прошу ставить лайки, подписываться на канал. Ну и напоминаю, что по ссылке под видео, либо по ссылке в чат бот пушит ссылки на наш курс, где я рассказываю, как я инвестирую в фондовый рынок, в недвижимость, на примерах показываю и также выкладываю свои сделки, если вдруг тебе это интересно. Ну, на этом предлагаю заканчивать. Это было, конечно же, такой себе стримчик, но что получили, то получили. Ничего нового мы не придумаем. Вот Пауэлл вышел, сказал нам все то, что мы слышали. К сожалению, но и к счастью, что хороших новостей, ни хороших, ни плохих нет. S&P QQQ, вернее, смотрю, отрос до падения, даже чуть-чуть подрос. На моменте начала трансляции он был в районе 364, ставку подняли, за паузу он упал до 360, сейчас уже 365. Короче, он развернулся. А ферм, вот эта позиция вообще на дне, кредиты. Но остальное все чувствует себя неплохо, особенно если мы говорим про полупроводники. Это Nvidia, это и... Ого, Nvidia уже 427. Но это все равно меньше, чем рост STM. Но все равно прикольно. Бумажка прям подрастает куда-то до небес. Все, ребят, ладно, будем расходиться. Всем желаю хорошей, что у нас там, оставшейся недели. Увидимся на новостях и на видосах. С вами был канал Больше Золота Диас. Ну а про шахту вы уже все слышали. Пока.